Всем привет! Помните, как полгода назад Владимир Путин потребовал сделать новые автомобили дешевле, так как цены на них стали очень высокими? Тогда появилась небольшая, но надежда, что машины станут хоть немного дешевле. Но вот прошли уже эти полгода, и автомобили не подешевели, а только подорожали. Причем это касается не только иностранных марок, но и наших отечественных. Про невозможность снижения цен на новые машины говорили многие эксперты автомобильной сферы. Все же уход иностранных марок и смена поставщиков компонентов дали о себе знать. К тому же национальная валюта последнее время теряла свои позиции. Да и инфляцию никто не отменял. Но теперь стало известно, что Совет Федерации хочет сделать машины еще более недоступными для народа. Итак, что же законодатели придумали в этот раз? Сенаторы решили, что отечественный автопром необходимо поддержать в очередной раз. Причем необходимо не попытаться снизить стоимость наших автомобилей, а сделать иномарки еще дороже. А как этого добиться? Правильно, путем повышения утилизационного сбора. Когда-то он был придуман как раз для того, чтобы российский автопром был более привлекательным для россиян своей ценой, а иностранных производителей подтолкнуть к созданию локального производства у нас в стране с высокой степенью локализации. Это позволило создать больше рабочих мест в России и наладить стабильный поток налогов в казну. Сейчас для колесных транспортных средств категории М2, М3, N1, N2, N3 утилизационный сбор составляет не менее 178 тысяч рублей. А для легковых автомобилей, чей объем двигателя превышает 3,5 литра, утилизационный сбор составляет 445 тысяч рублей. Размер утилизационного сбора одинаков как для юрлиц, ввозящих автомобили в Россию, так и для компаний, которые производят машины на территории нашей страны. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Кстати, есть возможность для производителей автомобилей, как сделать утилизационный сбор меньше, или же вовсе получить полную компенсацию от государства. Это повышение степени локализации. Например, АвтоВАЗ получает полную компенсацию утилизационного сбора, а вот условному заводу «Москвич» пока не везет, так как на заводе локализации и не пахнет. Ведь на «Москвиче» собирают привезенный из Китая конструктор Лего. Все китайские марки, собираемые в калининградском заводе «Автотор», тоже пока собираются подобным образом. Большая степень локализации среди китайских марок у Havail. Все же марка имеет свой завод в Туле. И самый локализованный кроссовер Havail F7 в этом году обещают локализировать на 50%. Если говорить про всех остальных китайских производителей, то никто еще не производит свои автомобили у нас в стране. Поэтому в скором времени можно ждать повышения цен и на них. Скорее всего, АвтоВАЗ, который не почувствует повышения утилизационного сбора, захочет тоже выжать максимум из ситуации и в очередной раз повысить стоимости своих авто. Причем повышение может быть выше, чем обычно. А с чего, собственно говоря, считается, что локализованная деталь для автомобиля, да и сам локализованный автомобиль будет дешевле? У нас цены на сырье, энергоресурсы, непроизводственные издержки существенно выше, чем в других странах, исключая, может, Европу. Именно поэтому китайские производители с недоумением относятся к идее локализации производства в России своих авто. После локализации они станут только дороже, и чем глубже эта локализация в России, тем дороже и будут. Таковы реалии производства в нашей стране. А как считаете вы, локализованный автомобиль должен быть дешевле? Пишите в комментариях.